Всем привет! Вы на канале Вернит Вязание. И сегодня я расскажу, как связать игрушку белка. Вязать я буду из двух видов пряжи. Первая белая пряжа — это пух норки. Вязать буду в 2 нити. Вторая пряжа — это ореола. Альпак — это белорусская пряжа. Цвет у нее идет номер 18. В 50 граммах 435 метров. То есть пряжа тонкая, поэтому тоже буду брать ее в 2 нити. Дальше нам понадобятся чулочные спицы 2 миллиметра. Крючок тоже понадобится, любой можно. Также нужны глаза для белки. Я буду использовать глаза диаметр 1 сантиметр. И наполнитель, можно любой, но я предпочитаю использовать наполнитель шариками. Итак, приступим к вязанию. Нашу белочку начнем вязать с головы. Сначала берем белую пряжу и на 3 спицы нужно набрать 9 петель, распределить по 3 петли на каждую спицу. Прежде чем набирать, отмотайте конец чуть побольше, подлиннее, потом в дальнейшем он нам пригодится. Итак, набираем на первую спицу 3 петли, берем вторую спицу и на вторую набираем 3 петли. 1, 2, 3. Берем третью спицу. И на третью набираем 3 петли. 1, 2, 3. Завязываем узелок. Соединяем вязание в круг. Берем 4-ю спицу и вяжем по кругу первый ряд лицевыми. Провязываем 3 лицевые с первой спицы. Переходим на вторую. Тут провязываем 3 лицевые. Переходим на третью. И тут тоже провязываем 3 лицевые. Вяжем второй ряд. Во втором ряду будем делать прибавки. Первую петлю провязываем лицевой. Далее прибавка. Накидываем такое колечко. Следующая петля лицевая. Делаем вторую прибавку. И последняя петля с этой спицы тоже лицевая. То есть у нас на первой спице теперь 5 петель. Переходим ко второй спице и на второй спице точно так же делаем прибавки. Первую провязываем лицевой. Дальше прибавляем петельку. Следующая лицевая. Прибавили. И последняя лицевая. Переходим на третью спицу. И здесь повторяем. Первая лицевая. Прибавили. Лицевая. Прибавили. И последняя лицевая. Все, вот мы дошли до конца ряда. Следующий 3 и 4 ряд провязываем по кругу лицевыми. Прибавку провязываем лицевыми. И так до конца ряда и еще один ряд. Далее мы переходим на оранжевую нить. Белую мы отрезаем, оранжевую привязываем. И следующих 2 ряда мы провязываем оранжевой нитью лицевыми. Также по кругу. Напоминаю, что оранжевая нить у меня тоже идет в 2 нити. Так, до конца ряда и еще один ряд. Дальше в следующем ряду
Получается, в третьем из оранжевой пряжи мы будем делать прибавки. Первую петлю провязываем лицевой, далее прибавка, лицевая, вторая прибавка, снова лицевая, третья прибавка, лицевая и четвертая прибавка. И еще одна лицевая. То есть мы прибавили 4 петли. Также прибавляем на второй и третьей спице. После прибавок на каждой спице получится по 9 петель. Общее количество 27 петель. Дальше мы продолжаем вязать лицевыми по кругу. Там, где у нас прибавка, мы провязываем ее лицевой. И нам нужно связать лицевыми по кругу 11 рядов. После того, как провяжете 11 рядов лицевыми, в следующем ряду будем делать убавки. По такой схеме провязываем 2 лицевые, 1, 2. Далее 2 вместе лицевой. Я провязываю за задние стенки. И так чередуем 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 1, переходим на вторую спицу, здесь провязываем вторую, далее 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. В конце ряда будет 3 лицевые. Далее следующий ряд провязываем лицевыми без убавок. Я провязала ряд до конца. На спицах всего 21 петля у нас. И следующий последний ряд будем делать тоже с убавками через одну петлю. 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой. И так провязываем до конца ряда, чередуя лицевая, 2 вместе. После отрезаем нить и оставшиеся петли переснимаем на данную нить. То есть провязываем как лицевой и вытягиваем нить. Петлю снимаем. Провязываем как лицевой и снимаем. И так со всеми петлями проделываем. Итак, петли я пересняла. Затягивать пока не нужно нам. И теперь там, где у нас к началу, где оставалась нить, нам нужно вот это отверстие затянуть при помощи оставшейся нити от наборного края. Мы вставляем крючок вот в край и протягиваем эту нить. Нам нужно по кругу вот так вот обойти, чтобы в дальнейшем нам затянуть наше отверстие. Теперь подтягиваем нашу нить, посильнее утягиваем и делаем здесь узелок. То есть все, мы затянули наше отверстие. Теперь при помощи крючка нить нужно убрать вовнутрь. В центр вставляем и подхватываем. Поворачиваем. И здесь также нужно сделать вот узелок, чтобы у нас не выскочил. Все, нить можно отрезать. И выворачиваем. Вот у нас здесь уже отверстия нет, то есть мы его затянули. Далее приступим с вами к формированию мордочки нашей белки. Для начала нужно взять ниточку с иголкой. Я вот взяла белого цвета. Уже сзади ее внутри закрепила. И теперь нам при помощи иголки нитки нужно по границе между рыжим и белым цветом пройти стежками, чтобы чуть-чуть вот эту белую часть нам затянуть. То есть мы вот так вот по границе проходим.
Все, я обошла вокруг. И теперь нам нужно взять наполнитель немножко и наполнить вот эту часть маленькую белую, носик наш. И при помощи нити его чуть-чуть подзатянуть. Наполнителем нужно поплотнее набить. Плотненько мы его там прям набиваем и подтягиваем. Не сильно туго, то есть утягивать сильно туго не нужно. Все, и здесь делаем узелок. Дальше при помощи белой нити нужно вот так вот полосочку сделать. То есть мы берем снизу полоску и вставляем иголку сюда и выводим вниз. Вот так мы делим нашу мордочку. И еще раз так делаем. Так, чтобы был посередине у нас. И снова здесь затягиваем узелком. То есть вот так должно сформироваться у нас носик, ну, часть мордочки. Теперь нить выводим вовнутрь. И здесь ее можно уже обрезать. Далее нужно взять любую коричневую нить. Мы будем вышивать носик. Я взяла это вот от вышивки, по-моему, гамма у меня такого коричневого цвета. Вы можете взять такую, какая у вас есть. И теперь при помощи иголки будем вышивать. Вставляем вот в серединку нашу иголку и выводим. Я узел не завязываю, просто оставляю вот ниточку. Далее мы кладем стежок к границе, вот где у нас 2 пряжи. И снова выводим в центр нашу нить. То есть положили вот такой стежок. И теперь нам нужно треугольничком вышить носик. Вот примерно вот такой должен получиться носик. Дальше мы выводим нить вниз и делаем вот такой стежок, полосочку. Старайтесь, чтобы она была по центру. Все, и дальше мы выводим нить вовнутрь. Тут можно завязать узелок, чтобы она не выскочила у нас. И отрезаем. Следующий этап — будем вставлять глаза. Глаза будем вставлять сбоку, с одной стороны и с другой стороны. Примерно посередине сбоку с одной стороны и с другой стороны вставляем. Глаза белочки я закрепила изнутри. Теперь нужно голову наполнить наполнителем.
после того, как вы заполните, нужно все вот эти петельки затянуть. Завязываем узелок и прячем нить вовнутрь. Далее нужно будет снова взять нить с иголкой. Я взяла нить от пряжи. И нам нужно еще немножко поработать над нашей мордочкой, сформировать ее. Итак, можно взять такую же нить, можно под цвет подходящую. Вставляем сзади головы и выводим вниз нашу иголку с ниткой. Я конечек здесь оставляю. Дальше нам нужно вывести иголку под глаз. Теперь с низа глаза под низ следующего глаза. И подзатягиваем. Из низа глаза вниз мордочки выводим в центр. И все это дело подутягиваем. Теперь выводим сзади глаза, вот сюда иголку, вниз. Ко второму глазу идем, сзади выводим. И также вниз. Вот такая у нас уже формируется мордочка. Все это подзатягиваем. Внизу я сделаю узелок, чтобы зафиксировать нашу утяжку. Все, ниточку прячем вовнутрь и выводим сзади. Все, здесь мы их отрезаем. Вот такая должна получиться мордочка у нашей белки. Теперь будем делать более выразительные глаза нашей белки. Для этого я взяла белую нить, это пух норки в одну нитку, вставила в иголку. И сзади вставляем иглу и выводим около глаза. И снизу формируем ободок. Вставляем иголку и выводим под следующим глазом, под вторым. Сильно не утягиваем. И также делаем здесь. Выводим у второго глаза. Здесь подтягиваем. Все. Если хотите, чтобы более выразительно был, можно еще раз пройтись. Но я, наверное, оставлю так, потому что нить толстая. И выводим сзади. Все. Здесь отрезаем. Далее приступим к вязанию ушек для белки. Теперь приступим к вязанию ушек. На спицу нужно набрать 6 петель. Набираем 2, 3, 4, 5, 6. В конце делаем узелок. Берем вторую спицу и вяжем ряд лицевых. Первый снимаем и дальше провязываем лицевыми. Последнее провязываю лицевой. Переворачиваем на изнаночную сторону. Здесь провязываем ряд изнаночными. Первый снимаем и изнаночными вяжем. Переворачиваем на лицевую сторону. Следующий лицевой ряд сделаем одну убавку. Первую петлю мы снимаем, дальше вяжем лицевую и 2 вместе лицевой следующий провязываем. То есть мы убавили одну петлю. Дальше снова лицевая и еще одна лицевая. Переворачиваем на изнаночную сторону. Здесь все петли провязываем изнаночными. Первый снимаем, остальные изнаночные.
Переворачиваем на лицевую сторону. В лицевой стороне снова вяжем лицевыми и сделаем также одну убавку. Первую петлю снимаем, дальше лицевую провязываем, далее 2 вместе лицевой и последняя лицевая. На спице 4 петли переворачиваем на изнаночную сторону и здесь с изнаночной стороны вяжем изнаночными. Первую сняли, дальше изнаночные. Переворачиваем на лицевую сторону. На лицевой стороне сделаем 2 убавки. Первую мы не снимаем и провязываем 2 вместе лицевой сразу. И следующие 2 вместе лицевой. На спице получилось 2 петли. Переворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 2 вместе изнаночные. То есть вот эти оставшиеся 2 петли провязываем 2 вместе. Вот так. Дальше мы отрезаем нить. Делаем еще раз такую вот петельку и протягиваем нить через петлю и затягиваем. Вот такой треугольничек получиться должен. Такое маленькое небольшое ушко у нас. Далее от нити нам нужно будет отрезать 4 отрезка, ну примерно сантиметров 7. Ну я на глаз буду. Вот 4 одинаковых отрезка. Четвертый. Теперь при помощи крючка по краям уха 2 с одной, 2 с другой стороны нужно сделать вот такие вот ниточки. Берем крючок, вставляем в край вот сюда, сворачиваем пополам вот так нитку, цепляем крючком ее и выводим такой петелькой. И теперь крючком захватываем все нитки, вот эти вот, все 4. И протягиваем через эту петлю. И утягиваем. Также делаем со вторым. Также берем край. Делаем петельку и протягиваем через нее всю нить. Далее проделываем также и с другой стороны. Берем, вставляем крючок в край. Захватываем нить. И через петельку протягиваем. И еще один делаем. Вот, должно получиться вот так. И теперь мы подрезаем на треугольничком с одной стороны и треугольничком с другой стороны. Наискосок. Вот такое ушко выходит. При помощи расчески можно его распушить еще посильнее. Так вот. Второе ушко вяжется точно так же. И если мы сейчас приложим к нашей белочке, его пришивать мы будем рядом с глазами, вот на таком уровне. Вот такая уже симпатичная мордочка у белочки получается. Итак, я связала еще одно ушко. Обязательно сложите их вместе и проверьте ворс, чтобы он был одинаковый у вас, чтобы не вылазил нигде лишнее. И теперь, как я и сказала, эти ушки нужно будет пришить на уровне глаз за глазами с одной стороны и с другой, прикладывая ушко лицевой стороной к голове. Изнаночной будет снаружи.
Итак, ушки белочки я пришила. Решила все же добавить еще пару ниточек. И как совет хочу вам дать, все же привязывать по одной нитке, не две вместе сразу, а по одной. Так более пышно выглядит и нет крупных узелков на ушке. Далее мы приступим к вывязыванию туловища для нашей белки. Для туловища на спицы нужно набрать 15 петель и распределить по 5 петель на 3 спицы. Я уже набрала, в конце здесь сделаю узелок, соединяем вязание в круг и вяжем по кругу лицевыми, провязывая петли с первой, со второй и с третьей спицы. И таких рядов нам нужно связать 4. Итак, я связала 4 ряда. Далее в следующем ряду, в пятом, будем делать прибавки. На каждой спице прибавим по 4 петли. Первую мы провязываем лицевой. Дальше прибавка идет у нас. Снова лицевая. Вторая прибавка. Снова лицевая. Третья прибавка. Снова лицевая и четвертая прибавка и последняя лицевая. Так мы сделали прибавки на одной спице, нужно повторить точно так же на второй и на третьей спице. Общее количество петель будет 27. После того, как сделаете прибавки, следующие 10 рядов вяжем по кругу лицевыми. Итак, я провязала 10 рядов лицевыми. В следующем ряду на первой спице мы прибавим 4 петли. Первую петлю провязываем лицевой. Дальше идет прибавка первая. Снова лицевая и прибавка. Дальше вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4. И пятая. Дальше делаем третью прибавку, лицевая и четвертая прибавка. И последняя лицевая. То есть мы, получается, с двух сторон прибавили по 2 петли. Вторая и третья спицы мы провязываем просто лицевыми, без прибавок. Я довязала ряд до конца. На спицах получается 31 петля. И следующие 6 рядов мы снова вяжем просто лицевыми. Я провязала еще 6 рядов лицевыми. Дальше в следующем ряду на первой спице будем делать убавки с двух сторон по одной петле. Только на первой спице. Провязываем 2 вместе лицевой. Я за заднюю стенку провязываю. Дальше вяжем все лицевые на этой спице, не доходя до 2 последних. 2 последние мы провязываем 2 вместе лицевую. Буду я провязывать за переднюю стенку. Далее переходим на вторую спицу. Здесь провязываем лицевыми без убавок. И третью тоже провязываем просто лицевыми. Так, я провязала лицевыми вторую и третью спицы. И повторяем ряд предыдущий еще 2 раза. То есть опять на первой спице делаем убавки с двух сторон. То есть первые 2 провязываем 2 вместе. И последние 2 провязываем 2 вместе. Здесь провязываем за передние стенки. Третья и четвертая спицы просто лицевыми. И такой ряд еще повторить еще раз. Итак, я довязала еще один ряд. В итоге на первой спице у нас осталось 7 петель. И следующий ряд мы будем делать убавки уже на всех 3 спицах. Следующим образом провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем. Лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая. Переходим на вторую спицу и продолжаем. 2 вместе лицевой.
И так до конца ряда. Довязал ряд до конца. На спицах общее количество теперь 17 петель. И следующий ряд мы вяжем просто лицевыми. И так до конца ряда. И остался нам последний ряд провязать с убавками. И дальше мы будем уже закрывать наше туловище. Убавки делаем точно так же. Первая лицевая, дальше 2 вместе лицевой и чередуем. Лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая и так далее до конца ряда. Далее отрезаем нить и переснимаем оставшиеся петли на эту нить. Как лицевой провязываем и снимаем петлю. И так проделываем со всеми петельками. Все, я пересняла все петли. Дальше мы утягиваем наше туловище и делаем здесь узел. Все у нас тут закрылось. Дальше ниточку убираем вовнутрь и наполняем наше туловище наполнителем. Далее у меня вот здесь осталась ниточка от наборного края. Если у вас не осталось, нужно будет присоединить и обойти по краю этой ниточкой и стянуть верхнюю часть туловища. При помощи крючка захватываем нить, протягиваем и так по кругу проходимся. И теперь стягиваем. Делаем здесь узелок. И при помощи крючка убираем нить вовнутрь. Все, теперь туловище у нас готово. Далее приступим к вывязыванию лапок. Вяжем нижние лапки. На 3 спицы нужно набрать 15 петель. По 5 петель на каждую. Соединяем вязание в круг. И нам нужно провязать лицевыми 10 рядов. Я связала 10 рядов лицевыми. Дальше в следующем 11 ряду делать будем убавки следующим образом. Провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой. Я провязываю за задние стенки. Снова лицевая, 2 вместе лицевой. И так чередуем, провязывая до конца ряда. Далее вяжем по кругу лицевыми. Нужно связать 9 рядов. Далее, как провяжете 9 рядов лицевыми, в следующем ряду нужно сделать 3 прибавки через 1 петлю. Первую мы провязываем лицевой. Дальше прибавка. Снова лицевая 1, вторая прибавка. Еще 1 лицевая. И последняя, 3-я прибавка. Дальше провязываем до конца ряда все петли лицевыми. Я довязала ряд до конца. Теперь нужно еще 3 ряда провязать лицевыми. Итак, я провязала еще 3 ряда лицевые. Теперь нужно ниточку отрезать и переснять петли на эту нить и затянуть оставшиеся петли. Вот такая лапка у нас получилась. Теперь ее нужно наполнить наполнителем и затянуть так, как я показывала на туловище. То есть обойти ниточкой и утянуть. Вторая лапочка вяжется аналогично. Я уже ее связала и наполнила. Сильно много не нужно сюда наполнителя, то есть лапка должна быть более плоской. Вот такого вида. Вяжем верхние лапки. На 3 спицы нужно набрать 12 петель и распределить по 4 петли на каждую спицу. Здесь завязать узелок, замкнуть вязание в круг и нужно связать 7 рядов лицевыми по кругу. После того, как провяжете 7 рядов лицевыми, в следующем ряду будем делать убавки, провязывая 2 вместе лицевой каждый раз. Я провязываю за задние стенки
Провязали 2 вместе лицевой и следующий тоже провязываем 2 вместе лицевой. То есть у нас на спице остается по 2 петли. Также делаем на второй и на третьей спице. Теперь у нас на спицах всего 6 петель. Продолжаем вязать по кругу лицевыми. Нужно связать 10 рядов. После того, как свяжете 10 рядов, нужно будет отрезать ниточку и переснять петли на нитку. Провязываем как лицевой и снимаем. И теперь утягиваем нашу лапку. Завязываем узел. При помощи крючка убираем нить вовнутрь, набиваем нашу лапку, не сильно много наполнителя, в эту часть практически не нужно много, вот в эту чуть побольше верхнюю. Также, если осталась нить от наборного края, обходим край нитью и утягиваем. Вторая лапка вяжется аналогично. Я наполнила лапку наполнителем, здесь затянула. Вот такая она должна быть плоская, то есть много наполнителя сюда не нужно. И связала аналогично вторую лапку. Вяжем хвост нашей белочки. Для этого на спице нужно набрать 14 петель. Будем вязать на 2 спицах. Набираем. Набрала 14 петель, здесь завязываем узел. И первый ряд мы провязываем лицевыми. Первую мы снимаем и дальше вяжем лицевые. И так до конца ряда. Последнюю петлю я провязываю лицевой. Переворачиваем на другую сторону и с этой стороны также провязываем ряд лицевых. Первую мы снимаем и снова вяжем лицевые до конца ряда. Для того, чтобы хвостик у белочки был пушистый, следующий ряд мы провяжем специальные петельки. Первую мы снимаем. Дальше захватываем нить и делаем вот такую петлю. Пальчиком ее держим и следующий мы провязываем лицевой. Но петлю с левой спицы мы не снимаем, а переснимаем на правую спицу. Здесь образуются 2 петли и теперь одну протягиваем через другую. Тянем за нашу петельку и как бы утягиваем ее. Все, вот одна петля у нас получилась. Дальше снова захватываем нить, делаем вот такую петлю вторую, снова провязываем лицевой, переснимаем на правую спицу и протягиваем одну петлю через другую. Вот получилась вторая петля у нас. И так далее продолжаем до конца ряда. Последнюю мы провязываем лицевой. Я довязал ряд до конца, теперь поворачиваем вязание. И следующий ряд будем вязать лицевыми. Лицевыми за заднюю стенку обязательно. Первую мы снимаем. И провязываем лицевой за заднюю стенку. И так до конца ряда. Следующий ряд провязываем лицевыми, но в середине нам нужно будет сделать одну убавку. Первую мы снимаем. И дальше 5 петель провязываем лицевыми, также за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Сделали убавку, оставшиеся петли провязываем лицевыми. Переворачиваем на другую сторону и этот ряд снова провязываем лицевыми. Далее следующий ряд делаем снова петельки. Первую снимаем, захватываем нить, делаем петлю, провязываем лицевой, переснимаем на правую спицу и одну петлю протягиваем через другую. Петельку утягиваем.
И так до конца ряда. Вот такой второй ряд из петелек получился. Дальше поворачиваем вязание и этот ряд провязываем лицевыми. Итак, я провязал ряд лицевыми. Следующий ряд также вяжем лицевые, но в середине делаем одну убавку. Первый мы снимаем. Далее провязываем 5 петель лицевыми. Раз, два, три, 4 и 5. Дальше провязываем 2 вместе лицевой за задней стенки. Оставшиеся петли провязываем лицевыми. Далее провязываем снова ряд лицевыми. Итак, я провязала еще ряд лицевых, перевернул на лицевую сторону, и следующий ряд будем делать петельки. То есть это у нас получается уже третий ряд, состоящий из петелек. Так провязываем до конца ряда. Далее переворачиваем на изнаночную сторону и провязываем ряд лицевых. Далее в следующем ряду на лицевой стороне мы будем вязать лицевыми и в середине делать убавку. Первую мы снимаем, провязываем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Далее 2 вместе лицевой. Оставшиеся петли провязываем лицевыми, переворачиваем на изнаночную сторону и провязываем ряд лицевых. После того, как провяжете изнаночную сторону лицевыми, переходим на лицевую сторону и здесь провязываем 4-й ряд из петелек. Первую снимаем и делаем снова петлю. Так, до конца ряда с изнаночной стороны провязываем ряд лицевых потом. Итак, я провязала 4-й ряд с петельками и еще один ряд лицевой с изнаночной стороны. Нахожусь на лицевой стороне, здесь снова провязываем лицевыми и в середине делаем одну убавку. Первую мы снимаем. Дальше вяжем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Далее 2 вместе лицевой. Делаем убавку. Оставшиеся петли провязываем лицевыми. Переходим потом на изнаночную сторону и провязываем ряд лицевых. Далее на лицевой стороне вяжем 5-й ряд с петельками. И с изнаночной стороны провязываем ряд лицевых. Итак, я провязала 5-й ряд с петельками и изнаночный ряд лицевыми. Перешла на лицевую сторону. И здесь будем делать убавки, но уже не с середины, а с двух сторон. Первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Следующий мы вяжем лицевыми, не доходя 3 последних петель. Вот у нас осталось 3 петли. Вот эти 2 провязываем 2 вместе лицевой. То есть делаем еще одну убавку и последняя лицевая. Переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны провязываем ряд лицевых. Далее переходим на лицевую сторону и провязываем 6-й ряд с петельками. Я провязала 6-й ряд с петельками, переворачиваем на изнаночную сторону, провязываем ряд лицевыми. Теперь переходим на лицевую сторону. В лицевой стороне будем вязать лицевыми и делать убавки. Первую кромочную мы снимаем. Дальше провязываем 2 вместе лицевой за задней стенки. Следующий провязываем 2 лицевые. Раз, два. Далее снова 2 вместе лицевой за задние стенки. И последняя кромочная лицевая. Переворачиваем на изнаночную сторону. В изнаночном ряду провязываем лицевыми. Переходим далее на лицевую сторону
И провязываем 7 ряд с петельками. Переворачиваем потом на изнаночную сторону. В изнаночной стороне провязываем ряд лицевых. Теперь перехожу на лицевую сторону и в лицевой стороне будем делать убавки. Первую снимаем. Далее провязываем 2 вместе лицевой. И следующий тоже провязываем 2 вместе лицевой. Последняя кромочная лицевая. Переходим на изнаночную сторону и с этой стороны делаем тоже последние убавки. Первую снимаем, дальше провязываем 2 вместе лицевой и последняя лицевая. На спице у нас осталось 3 петли, переворачиваем на лицевую сторону и провязываем эти 3 петли вместе. Все, провязали, ниточку здесь обрезаем и завязываем узелок. Вот такой хвост у нас вышел. При желании можно его так и оставить. Я буду разрезать вот эти петельки ножницами посередине и в дальнейшем его расчешу. Так, все детали для белки у нас связаны. Осталось теперь все это соединить в единое целое. Сначала будем пришивать нашу голову к туловищу. Посмотрите внимательно на туловище. Там, где у нас были убавки на первой спице, это у нас получается перед. Далее присоединяем сюда иголку с ниткой. Я взяла нить из пряжи. Потом присоединяем голову белки. При помощи спицы ее фиксируем и берем нашу иголку и нитку и соединяем голову с туловищем стежками. Сначала захватываем туловище, потом захватываем голову. И так по кругу пришиваем голову к туловищу. Далее при помощи спицы фиксируем верхние лапки и также их пришиваем. Далее приступаем к пришиванию нижних лапок. Я уже зафиксировала их спицами. Лапки нижние я буду пришивать через пуговицу, вот такую, чтобы они у меня двигались. То есть я заранее уже вывела нить, закрепила, провела через нить пуговицу. Мы ее фиксируем на лапке. Вот, зафиксировали. Теперь вставляем иголку в эту пуговицу и выводим в другую лапку. И сюда же присоединяем вторую пуговицу. Также вставляем в нее иголку и выводим уже в первую нашу пуговицу. И таким образом делаем несколько стежков, пришивая наши лапки к туловищу. Спицы уже можно вытащить, то есть они у нас зафиксировались. Вот так это должно выглядеть. Одна лапка и вторая. И так они у нас теперь будут двигаться. Также можно, в принципе, сделать и с верхними лапками, если вы хотите, чтобы они тоже у вас двигались. Итак, лапки все у нас пришиты. И осталась последняя деталь. Это наш пушистый хвостик. Пришивать хвостик нужно вот этой лицевой стороной пушистой к спинке белки. Пришивать буду я вот так вот по краю. И захвачу чуть-чуть серединку, чтобы у нас он не падал. Вот такая у нас вышла белочка. Дальше продолжим вязать для нее кофточку. Для кофточки я взяла пряжу пух норки белую. Буду вязать 2 нити. Вы можете взять вообще любую пряжу, какая у вас есть или какую вы хотите. Дальше на спицы, на 4 спицы нужно набрать 24 петли по 6 петель на каждую спицу. И еще одну петлю
на последней спице, чтобы замкнуть вязание в круг. Я уже вот набрала. Теперь замыкаем вязание в круг. Все, замкнули вязание в круг. Далее будем вязать по кругу резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Если вам неудобно на 4 спицах вязать, есть у вас круговые спицы 2 мм, можно и круговыми спицами провязывать. Итак, я провязала 2 лицевые, дальше 2 изнаночные. И чередуем 2 лицевые, переходим на другую спицу, провязываем 2 изнаночные. Итак, чередуя, провязываем до конца ряда. И в итоге нам нужно резинкой связать 10 рядов. Итак, я провязала 10 рядов резинки 2 на 2. Далее следующий ряд нужно по кругу провязать просто лицевыми. Далее в следующем ряду будем закрывать несколько петель. Первые 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3, провязали. Дальше следующие 3 будем закрывать. Я провязываю как 2 вместе. Переснимаю петлю на левую спицу, но провязываю 2 вместе. Дальше перехожу на другую спицу, перекидываю. Еще раз закрываем, провязываем 2 вместе. Еще раз, еще раз. То есть у нас получились отверстия под верхние лапки. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Переходим на другую спицу. Здесь провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. И вот эти 3 тоже закрываем. Провязываем 2 вместе. Еще раз 2 вместе. Переснимаем на другую спицу. Можно взять другую спицу. Сейчас вот так вот. Еще раз провязываем 2 вместе. Переснимаем. Еще раз. Теперь последние 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3. То есть и здесь у нас получилось отверстие под верхнюю лапку, и с другой стороны под верхнюю лапку отверстие. Далее следующий ряд. Первые 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Так как мы здесь закрыли 5 петель, нам их нужно добрать заново. И плюс 3 я хотела добавить. То есть набираем в итоге 8 петель. 1, 2. Вот такими петельками я набираю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем лицевые 4. 1, 2, 3, 4. Далее 3 лицевые. 1, 2, 2 и 3. Я возьму следующую спицу и на нее также наберу 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Следующий вяжем лицевые 4 петли. Раз, два, три, 4. Следующий ряд вяжем по кругу лицевыми. Там, где мы набирали, мы провязываем вот лицевыми, вот таким образом. Раз провязали, следующий провязали. И так далее провязываем до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и теперь продолжаем вязать по кругу лицевые ряды. Я хочу связать 6 рядов. Вы смотрите по своей игрушке, рассчитывайте на свою длину, не доходя до ножек, оставляя место еще под резинку. Но я так посчитал, что я буду вывязывать для себя 6 рядов. Итак, я провязала 6 рядов лицевыми, примерила свою кофточку на белке. Вы также, когда будете провязывать, примеряйте, потому что плотность вязания у всех разная. Может быть, вам будет много 6 рядов или наоборот мало. Я дальше хочу перейти на резинку 2 на 2 и буду вязать 8 рядов. Вы смотрите уже по своей игрушке. Вот я сняла кофточку и теперь буду вязать резинку 2 на 2. Снова провязываю 2 лицевые. Раз, два, 2 изнаночные. Раз, два. И так до конца ряда. Как я уже говорила, буду вязать 8 рядов. В конце ряда, когда останется последних 4 петли, нужно будет сделать 2 убавки, чтобы у нас резинка не нарушалась, потому что так у нас получается, мы заканчиваем лицевыми и начинаем лицевыми. Поэтому в этом месте в конце нам нужно сделать 2 убавки. Итак, последние 2 должны у нас изнаночные быть. Я провязываю 2 вместе изнаночные. И следующие тоже 2 вместе изнаночные. То есть получается, мы заканчиваем 2 изнаночными, следующий ряд начинается у нас 2 лицевыми. Так резиночка у нас не нарушена. Итак, вот я связала еще 8 рядов резинки, и теперь будем ее закрывать. Закрывать можно любым способом, которым вы умеете. Я буду провязывать 2 вместе вот лицевой. Дальше петлю перекидываем на левую спицу и снова провязываем 2 вместе. И так повторяем, пока не закроем все наши петли. Так, я закрыла все петли. Здесь завязала узелок. Ниточку я потом уберу вовнутрь. Вот такая кофта или даже жилетка у нас получилась. При желании ее можно украсить. Можно вышивкой, можно бисером. Это как вам захочется. Либо оставить в таком виде. Ну вот мы приодели нашу белочку. Я все же кофту решила украсить вышивкой, сделала вот такой орнамент. Я надеюсь, вам понравилась данная игрушка, и вы с удовольствием ее тоже свяжете. А я благодарю за просмотр, за то, что подписываетесь на мой канал. Всем пока-пока!